Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Тема расклада – события ближайших 10 дней. Итак, работает с нами 3 колоды. Сегодня Таро Уэйта, Таро Светлого Провидца и 78 дверей. Эти колоды вы уже знаете, так что выбирайте, определяйтесь. Даю вам секунду для выбора вашего варианта. Ну что, я думаю, что времени всем достаточно. Кто не успел, просто ставим видео на паузу, а мы приступаем к прочтению третьей позиции. Итак, третьей позиции, первой позиции, да господи, что сегодня со мной? Все, смотрим. Смотрим. Кому подойдет первый вариант? Ну, тут явно, то ли вас кто-то добивается, но вы слишком так не расплываетесь. Не расплывайтесь в эмоциях, контролируйте процесс, пытаетесь, может быть, собрать информацию. Кто-то пытается, может быть, да, сдерживать эмоции. Есть какое-то предложение? Есть. Чего касаемо? Угу. Какая-то подвисшая ситуация, которая вас тревожила в прошлом, сейчас пытается разрешиться. Но здесь или возвращение бывшего, или человек, который вас когда-то разочаровал, вызвал большие сомнения, а сейчас пытается вернуться, пытается опять завоевать ваше внимание. Ну или же здесь что-то не ладилось. Было в ограничениях, может быть, были какие-то препятствия, может быть, что-то не получалось, не решалось, очень много было отказов. Вы уже, если честно, разочаровались и уже, может, и рукой-то махнули. А эта ситуация возвращается в вашу жизнь. То ли предложение какое-то, может быть, с предыдущего места работы, может быть, кто-то решил изменить что-то в своей жизни, например, поменять работу и сейчас находится в активном поиске. Но эта ситуация должна уже была быть в вашей жизни. То есть, например, вы когда-то уже хотели уйти с этого места работы, но, как говорится, решили еще остаться. Вот здесь с чем связано. Видите, какие-то действия, которые вы подвесили, не стали действовать, не стали ничего менять и столкнулись с тем, что вы поняли, что то, что вы выбрали, на самом деле не стоит вашего внимания. И вот сейчас вроде как готовы что-то изменить, что-то поменять, на что-то решиться. Кто-то переехать, кто-то работу сменить, кто-то наоборот сейчас рассматривает предложение с предыдущего места работы и думает, вернуться или не вернуться. Ну или же здесь возвращенец, да. Но все, я вроде как вам рассказала все трактовки. Почему? Потому что здесь явно что-то идет в вашу жизнь, но уже с каким-то новым предложением, понимаете? Видите, вроде бы есть какая-то перспектива, вроде бы люди пытаются как-то вам доказать, что вот именно сейчас это принесет успех. Но опять же, доверия нету. Ладно, смотрим. Смотрим. Так, кто еще не подписался на телеграм-канал, подписывайтесь. Я слышала, что здесь проблемы с Ютубом, и для кого актуально, я буду туда транслировать видео на одну позицию, то есть с другого моего канала. Ну, для того, чтобы мы не потерялись и имели хоть какую-то связь, да, между собой. Ладно, все, давайте. События ближайших 10 дней. Мы рассматриваем событийный поток, что будет. Ну и к чему это приведет? Так, работой вы будете заняты очень сильно. Это принесет вам успех. Почему? Потому что здесь я вижу то ли какое-то новое направление и радость от того, что вы получаете. Также здесь разговоры, подписывание договоров, совместная какая-то деятельность. Для кого-то это предложение очень выгодное. Но то, что произойдет, вас порадует. Это успех, это наслаждение, это удовлетворение. То есть, наконец, есть какой-то сдвиг с мертвой точки. Если вы работаете сами на себя, здесь прорыв в работе. Но работа будет для вас на первом месте. В эти 10 дней вы сконцентрируете все свое внимание на то, чтобы добиться определенных результатов. И у вас это получится. Также могут быть решены ситуации, от которых вы длительное время зависели. Ну, не знаю, может быть, у вас там что-то не проходило с документами. Может быть, у вас были какие-то партнерские соглашения, и вы должны были
соблюдать какие-то обязательства. Вот от этого вы можете освободиться. Да, здесь как будто вы точку поставите на прошлом и выйдете совершенно на новый уровень. Кто-то найдет возможность сменить работу, поменять работу, выйти из состояния бездействия, то есть то, что вы задумали по поводу работы, реализуется. Для кого-то это смена, для кого-то это перемены, для кого-то новое направление, для кого-то масштабирование и так далее. То есть у каждого своя ситуация. Здесь сейчас привязывайте к себе. Вот что у вас сейчас в голове, что вы хотите получить, что вы хотите реализовать. Вот в 10 дней у вас это получится сделать. Самое интересное, что благодаря вашим действиям. Почему? Потому что здесь длительное время человек бездействовал, как-то, вы знаете, закрывал на что-то глаза, зависел от каких-то обстоятельств, может быть, подстраивался под кого-то и так далее. Еще события. Угу. Ух ты. Так. Смотрите, будьте осторожны с мошенниками. Почему? Потому что здесь может быть, что кто-то предложит вам то ли сделку, то ли куплю-продажу, то ли, может быть, что-то будет вам впихивать тут конкретно. Не покупайте лучше в эти 10 дней ничего. Не тратьте свои деньги и вообще не делайте никаких покупок. Почему? Да потому что можете приобрести некачественный товар. Затуманивание мозгов здесь, видите, Луна. То есть пытаются приукрасить, пытаются преувеличить. На самом деле то, что потом вскроется, вам не понравится. И еще не поддавайтесь на легкие деньги. Ну, к примеру, кто-то вам попытается предложить заработать по-быстрому, да, дополнительный заработок. Не надо на это вестись. То есть, смотрите, 20-й старший суд нам четко говорит о том, что ты можешь избежать потери денег, если ты не поддашься Луне. А это обещание, это соблазн, это какое-то преувеличение. Это когда человек вам говорит одно, делает совершенно другое. Да, сохраните свои деньги. Не вкладывайте ни во что. Почему? Потому что здесь может быть, проявите мудрость и не торопите события. Лучше поищите. Вот что-то хотите купить, поищите еще. Что-то хотите поменять, сделать какой-то ремонт, поищите хорошую бригаду. Да? То есть сравните цены, рассмотрите несколько предложений. Это поможет вам сохранить ваши деньги. Дальше. И вообще здесь все покупки какие-то у вас будут неудачные в эти 10 дней. Вот лучше переложить, может быть, этот процесс на потом. Еще события ближайших 10 дней, последнее событие. Можете узнать, что к вам едет мама, или же какие-то новости приятные от мамы, если она живет далеко, кстати. Что еще может проиграться? Вы можете узнать о том, что, кстати, кто не планирует беременность, будьте осторожны, здесь может проиграться, что вы узнаете новость о том, что вы забеременели очень даже неожиданно. И, если честно, готовы вы к этому не будете. Так, я закрываю, чтобы YouTube нас не заблокировал. Что еще? Поездка неожиданная. То есть вот прям или новости от мамы, то, что она к вам то ли едет, то ли у нее какое-то важное событие, но хорошее, прям вас порадует это. Или же здесь просто говорится о том, что у вас появится какая-то неожиданная поездка, что-то вы сделаете, как-то вы на самом деле сможете организовать процесс и очень быстро куда-то рвануть. То, что произойдет в вашей жизни, вас порадует. Если вы в паре, вы знаете, здесь любимый человек что-то для вас сделает, если сообщит вам о том, что он то ли возвращается, то ли он к вам едет, то ли давай куда-нибудь съездим вдвоем, да. Ну, то есть предложение, шестерка пентаклей, давай мы с тобой куда-нибудь поедем там на выходные. Идея вам очень понравится. Угу. Но единственное, что вам придется организовывать процесс с домашними или же как-то, вы знаете, отложить какие-то домашние дела на потом. Ну, то есть ворвется какая-то новость интересная, и вам придется менять планы, но именно связанные с домом. Ну, вот я еще говорю, если у вас тут запланирован, например, там ремонт или какие-то работы по дому, или, может быть, вы там запланировали что-то изменить в доме, сделать генеральную уборку, перебрать шкафы,
придется это переложить. Почему? Потому что планы у вас поменяются. И, как говорится, да, вы совершенно по-другому будете смотреть в свое будущее. Почему? Да потому что теперь вам придется подстроиться под кого-то. Но я говорю, совместные планы с человеком, то ли из прошлого, то ли с которым у вас на самом деле очень теплые дружеские отношения. Что-то поменяется. Как-то прям неожиданно рванете куда-то. Может быть, нужно будет доделать какие-то хвосты, связанные с работой, чтобы освободить какое-то время. Ну вот на это и будете тратить время. Больше ничего такого я не вижу, чтобы сказать вам, что прям, вот знаете, аховые какие-то события. Нет, очень бытовой такой расклад получился по первому варианту. Все как-то, вы знаете, сконцентрировано на домашних, на родственников, на знакомых и на работе. Вот больше этот период у вас подойдет именно для этого. Ну, а также, конечно же, будьте осторожны с деньгами. Удачи вам, единички, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на этот канал. Двоечки, здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Давайте посмотрим события ближайших 10 дней, но для начала рассмотрим вашу характеристику. Что сейчас происходит в вашей жизни? Что сейчас происходит в вашей жизни? Так, перемены, крутые перемены, скорее всего, здесь то ли кто-то решил переехать, кто-то решил что-то поменять. Угу. У кого-то новый вид заработка, профессия новая, обучение, возможно, вложение денег в новую перспективу, купля-продажи сюда же. Но понимаете, восьмерка кубков – это когда человек понимает, что ради перспективы, ради того, чтобы в жизни что-то изменилось к лучшему, нужно отказаться от старого. То есть восьмерка кубков – это уход с больным сердцем. Почему? Потому что мы оставляем то, к чему мы привыкли, то, чем мы дорожили, то, что для нас было важно, ну, по крайней мере, до сегодняшнего дня. От этого вы отказываетесь для того, чтобы получить больше. Ну, может быть, вы ходите из токсичных отношений, может быть, переезжаете в более населенный пункт, может быть, кто-то меняет школу ребенка. Ну да, вы давно на это не могли решиться, была ситуация подвешенная. События как-то вам не давали возможности это реализовать, но сейчас пришло время. Вы знаете, как будто бы вы настроены очень оптимистично. То есть я хочу, я это сделаю. Я вижу цель, не вижу препятствий. Даже если мне придется столкнуться с проблемами. И королева мечей готова решать эти проблемы, готова собирать информацию, готова общаться и, может быть, просить советов или поддержки, но она готова что-то менять. Итак, если с вами это проигралось, и вы стоите на пороге перемен, но от чего-то вы отказываетесь, вот прям от чего-то, к чему вы были привязаны, или к чему-то вы прикипели, или выходите из зоны комфорта, то это ваша позиция. Смотрим события ближайших 10 дней. Будете из-за чего-то переживать здесь, но не стоит переживать, здесь просто нужно время, здесь будет застой, все понятно. Смотрите, шестерка мечей, оставите проблемы позади, решите эту проблему, однозначно прорветесь вперед и, как говорится, да, не будете больше волноваться из-за того, что какая-то ситуация не будет развиваться. То ли вам деньги не отдадут, то ли что-то отложится, то ли будет затишье, не знаю, с результатом, делали какой-то запрос, может быть, кто-то подавал запрос на кредит. Будет небольшая пауза. Вы попадете в какие-то ограничения, будут какие-то рамки, с которыми вам придется столкнуться. Или, может быть, нужно будет донести какие-то документы. После того, как вы донесете, допишете, доделаете, результат будет мгновенный. То есть вы получите, иерофант говорит о том, что нужно время на это. Не все сразу. Что-то было упущено, нужно просто донести, доделать. Что-то нужно, может быть, здесь еще доплатить, кстати. У кого-то остались незаплаченные долги. Нужно будет расплатиться. Или вам должны деньги, не отдадут вовремя. Или же вам придется отдавать деньги, от вас потребуют, да, возврата долга.
чем это связана ситуация? Король кубков, император, десятка. Обнуление. Но вы знаете, это когда человек хочет от чего-то освободиться, а ему придется опять столкнуться с этим. Или вы думали, что эта ситуация уже решенная, а оказывается еще нет. Особенно если это связано с обучением, может быть, будут прикладываться сроки обучения, может быть, придется доплатить, может быть, придется на самом деле взять дополнительный курс и так далее. Вот здесь что-то связано именно с этим. Ну а если вы собираетесь куда-то то ли ехать, то ли переезжать, вам нужно будет сначала завершить какую-то ситуацию. Не получится так легко обнулиться. Сроки будут перенесены. Вот я говорю, здесь будут перенесены какие-то сроки. Кстати, еще кто-то собирается, если в поездку, задержка этих вылетов, задержка, например, там, поезда, вот такое вот, что-то здесь именно связано с этим. Еще события ближайших 10 дней. Так, кто-то здесь у меня ревностью будет страдать, прям конкретной, да, особенно если партнер на расстоянии. То есть если у вас мужчина на расстоянии, если вы далеко друг от друга, вы можете то ли не доверять, то ли проверять, то ли думать, что человек переключился на кого-то другого. Проясните ситуацию, не надо сразу какие-то предъявлять претензии. Почему? Потому что здесь может быть, что вы просто надумали. С чем связана эта ситуация? Ну да, это просто поддались под эмоции. Можете придираться к партнеру, кстати, может и он вас контролировать. Слишком большой контроль я вижу в эти 10 дней в сфере отношений, особенно если у вас есть ситуация, которая сейчас вас разделяет. Ну, например, он куда-то уехал или он отстранился. Вы можете быть даже в одной квартире, жить, да, под одной крышей, но дело в том, что у человека будут какие-то проблемы, на которые он обратит внимание, а вы это примите на свой счет. Не стоит этого делать. Ситуация разрешится, вы поймете, что мужчина вас любит и что между вами все хорошо, а это только временные трудности, из-за которых мужчина ушел в себя. Но здесь как будто бы человек ушел в себя и занялся другими делами. Переключился на решение финансовых вопросов. Кстати, у него могут быть на самом деле проблемы или с деньгами, или с работой. И он не захочет вам об этом говорить, то есть вас тревожить, рассказывать вам об этом, будет сам пытаться как-то все решить, а вы сразу себя накрутили. Не надо, все прояснится, он вам расскажет. Он вами дорожит, он вас любит, здесь есть любовь, здесь есть чувства, поэтому не надо по этому поводу переживать. Кстати, если вы одиноки, честно могу сказать, что в эти 10 дней может проиграться человек, с которым вы давно расстались. Ну, то есть появление бывшего с каким-то предложением, с любовью, с встречей и так далее. Так, новых знакомств я не вижу. Здесь я вижу, что вы уже встречаетесь с человеком, с которым уже было общение. Еще события ближайших 10 дней. Ну, я говорю, здесь из прошлого человек. Еще раз подтверждают мне карты. Человек, который когда-то не сделал выбор в вашу сторону, возвращенец. Вот это событие, оно очень сильно проигрывается. То есть здесь конкретно в вашу жизнь может войти человек из прошлого. Кстати, между прочим, если вы в паре сейчас, на данный момент, и у вас вроде как бы все хорошо, здесь вашим отношениям может помешать человек из прошлого. То есть кто-то о вас помнит, будет вам писать, а это может навредить вашим отношениям сегодняшним. То есть мужчина может заподозрить, что что-то у вас не так, или увидеть сообщение от бывшего. Так что будьте поосторожнее или объясните ему сразу, кто это такой, и вообще, что вам от него ничего не надо. Ну, то есть такая, знаете, неприятная ситуация, которая может привести к маленькому конфликту, но который вы разрешите очень быстро. Поэтому я и говорю, что ревность здесь может быть или с вашей стороны, или со стороны вашего партнера. И вот теперь я вижу причину, почему он вас будет ревновать, потому что здесь вмешательство третьих лиц. Если вы одиноки, честно скажу, то здесь прям возвращенец, давай вернись, давай восстановим. Ну и к чему это все? Хитрить будет здесь мужчина. Для чего он возвращается? Для праздников жизни. Особенно если мужчина у нас занят, честно могу сказать, да. Вот если мужчина в браке, там, будет пытаться втянуть в треугольник. Если же вы знаете, что мужчина свободен, честно могу сказать, обжегся он где-то.
Оценил вас по достоинству. Почему? Потому что выбор сделал неправильный, ошибся. Выбрал не вас, да, а там оказалось, что, ну, просто двойственно. Но вообще, если честно говорю здесь, мужчина пытается вас втянуть в двойственную какую-то ситуацию. То есть, скорее всего, когда-то он выбрал не вас, вступил в отношения, а теперь он думает, ну вот если она меня вернет, позволит вернуться, то я выйду из этих отношений. Как будто бы, знаете, он принимает решение. Если меня примут вот здесь, подстраховывает себя. Если меня здесь примут, то я отсюда уйду. А если меня не примут, то я здесь останусь, даже если мне плохо. Поэтому будьте поосторожны и проясните всю ситуацию, потому что здесь видно, что есть две женщины. Две. Одна к нему холодна, с одной у него конкретные конфликты, разногласия, а вторая яркая, огненная, наполняет энергией, и с ней бы он хотел, как говорится, да, переключиться на позитивные эмоции. Но ничего серьезного предложить вам не может. Так что будьте поосторожнее. Вот такой вот у нас второй вариант. Ставьте лайки, пишите комментарии, для кого проигрался. Ну, для кого не проигрался, тоже пишите. Напишите, со мной вообще сегодня ничего не проигралось. Но будем смотреть, когда выйдет именно ваш расклад. Именно для вас. Но этот расклад я повторяю каждые 10 дней, по-моему. Иногда бывает, что не всегда вы получаете свою подсказку. Итак, троечки, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Давайте посмотрим вашу характеристику. Ой, следующую неделю мы будем делать все расклады на январь, по-моему, и на следующий год, 2025 год. То есть вся неделя будет посвящена раскладам по поводу 2025 года. Так что и годовой расклад мы тоже сделаем. Итак, кому подойдет сегодняшний третий вариант? Вы думаете о неком мужчине, который от вас на расстоянии, вроде как есть любовь, вроде бы отношения такие яркие, запоминающие, но дело в том, что сейчас какая-то пауза между вами, да, то есть каждый занимается своими делами, каждый как-то, вы знаете, переключен на свои какие-то интересы. Может быть, ситуация связана с работой, может быть, ситуация связана с командировкой, то есть он мог уехать на заработки. Вы дома, он в командировке, но тянет друг к другу. То есть есть здесь какой-то персонаж, с которым у вас сейчас есть чувство. Вы вроде бы как бы планируете будущее, но пока здесь нет действий со стороны мужчины. Да. Шанс есть, возможность есть, но все стоит в четверке, как будто бы обещает, как будто бы говорит, как будто бы нужно дождаться, потерпеть, выждать какой-то момент, и только потом вы сможете быть вместе. То есть дело в том, что как будто мужчина не проявляет никаких действий в вашу сторону. Или он в ограничениях, или же обстоятельства сейчас против вас. Да, ему здесь нужно завершить какой-то этап своей жизни. Столкнулся здесь человек с проблемами, очень сильно переживает по этому поводу, но ему нужно время для того, чтобы решить эту ситуацию. Кстати, еще у кого-то может проиграться, что мужчина сейчас разводится, и пока он не завершит бракоразводный процесс, ничего предложить вам он не может. Поэтому вы просто ждете, когда все это завершится, да. Еще здесь вы ждете предложения руки и сердца, но мужчина почему-то пока в данный момент не торопит события. Но здесь явно любовь, здесь явно отношения, здесь явно есть кто-то, на ком вы сейчас сконцентрированы. То есть я вас не вижу одинокой. Хотя у вас такие отношения, что и может проиграться одиночество вдвоем на данный момент. Именно на данный момент. Хотя начиналось все красиво, все прекрасно. Ну, давайте смотреть дальше, с кем проигрался третий вариант. Но явно здесь кто-то есть. От кого-то вы ждете каких-то действий. Этот человек все разродиться не может. Все не может решиться. Смотрим. События ближайших 10 дней. Что здесь у вас? Так, ну, здесь я вижу пока решение каких-то вопросов, связанных то ли с деньгами, то ли с работой, поиск новых вариантов, поиск возможности добиться определенного поощрения, может быть, кто-то просит, не знаю, отпуск у начальства, кто-то просит возможности получить свободные дни определенные, да, а кто-то просит, ну, к примеру, да, повышения, то есть перемен.
Но дело в том, что пока бездействие. То есть то, о чем вы просили, то, что вы хотели, к сожалению, в эти дни, 10 дней вы не получите. Еще, если кто-то решился на какие-то перемены в сфере работы, к сожалению, в эти 10 дней, пока вы ничего не сделаете. То есть вы будете стоять перед выбором, скорее всего, выбирать что-то, взвешивать, просить, может быть, совета у кого-то, может быть, приглядываться, присматриваться. Видите, вот тут женщина сидит, наблюдает. Как же там? А стоит ли мне менять, а стоит ли мне туда идти? Но вижу, что вы пока будете стоять перед выбором, но это связано с работой, хотя идея какая-то у вас появится. Ну да, решите взвесить все, подождать, не торопить события, поискать еще какие-то шансы, возможности, выждать. Видите, Луна, я не уверена. Ой, надо что-то прояснить, нужно что-то на самом деле как-то решить. Здесь есть страх перемен, вот прям большой. Я не вижу, что то, что вы нашли, бесперспективно. Нет, здесь даже показывают, что это даже очень неплохой вариант. Есть возможность расшириться, есть возможность даже больше зарабатывать, но почему-то вы поддадитесь страхам и не решитесь на перемены. Хорошо, дальше. Кстати, здесь еще кто-то может получить какие-то новости по поводу работы, которые вас напугают. Ну, например, там смена начальства или смена условий, смена распорядка дня. Вам это не понравится. Ну, честно могу сказать, то, что произойдет к лучшему. Еще события ближайших 10 дней. Какая-то неожиданная дорога с некой королевой мечей, то есть женщина воздушного знака зодиака. Или она к вам приезжает, или вы к ней приезжаете, кстати. Или может быть, что вы будете думать о некой королеве Пентаклей, которая соберется к вам в гости. И для вас это будет неожиданно. Почему? Потому что вы к этому будете не готовы. Вам нужно будет как-то все организовать, а у вас уже другие планы. Но новость вы получите. И, кстати, очень даже как-то неожиданно. Еще здесь может быть, что некая женщина сообщит вам о том, что, к примеру, да, она приглашает вас к себе в гости. Ну, не знаю, может, на Новый год, может быть, на какие-то праздники. 3 восьмерки. Вы знаете, здесь может быть подруга из прошлого или человек из прошлого, с которым вы давно не общались, а помириться. Какой-то праздник, где вы сможете то ли помириться, то ли встретиться. Приглашение на праздник, где вы наладите контакт с человеком, с которым у вас были разногласия. Может быть, это просто праздник родственников, и вы с родственницей какой-то не общались. Потому что здесь не факт, что это прям подруга. Но смотрите, 2 человека, вы будете подбирать друг другу ключи. Было ограничение, долго не общались, разошлись, разбежались. Как-то, вы знаете, прям отодвинулись друг от друга, отвернулись. Вот с этим человеком наладите отношения. Наладите. И, между прочим, проясните друг для друга очень много, как будто какая-то обида уйдет. Так, еще события ближайших 10 дней. Угу. Вы знаете, кто-то здесь познакомится по интернету, но будьте осторожны, вы можете прояснить, что этот человек женат. Ну, занят, прям конкретно занят, да, и вы попытаетесь освободиться от этого. То есть знакомство по интернету, в соцсетях возможно. Еще здесь вы можете узнать, ну-ка дайте посмотреть, что это такое. Прям, ну, я говорю, здесь как будто бы... Хм. Хм. Смотрите, если у вас есть человек, который там при разводе, который разводится или принимает решение по поводу развода, вот здесь человек выйдет из семьи. Прям как будто бы принято решение, что все. В пятерке находится. Здесь кто-то прям принимает очень важное решение. Вы об этом узнаете. Особенно, например, вот если вы находились в каких-то отношениях, где человек все никак не мог решиться на какой-то важный шаг в своей жизни. Вы знаете, вот ради вас человек что-то сделает, поменяет, уйдет.
расстанется. Кстати, здесь не обязательно, что мужчина у нас прям конкретно, да, в браке. Здесь еще может быть, что освободиться из-под влияния мамы. Может быть такая авторитарная мама. Кстати, у кого, например, там мама живет с вами, вы решите, чтобы она жила отдельно. Почему? Потому что она на самом деле портит вам ситуацию в доме. Как будто здесь будет принято решение по поводу новых условий в семье. Решение каких-то вопросов. Кстати, между прочим, если вы жена, вот если вы жена, у вас есть муж, и в последнее время у вас очень кризисные такие отношения, и вы, знаете, вот все никак не можете найти общий язык. Честно могу сказать, мужчина будет пытаться наладить с вами контакт. Но если вы его оттолкнете, не дадите ему возможность выслушать, не дадите ему возможность объясниться, не дадите ему возможность, ну, может быть, как-то проговорить то, что его тревожит, ваши отношения могут потерпеть неудачу и разрыв. Ну, то есть будет окончательно принято решение, туз мечей. То есть мужчина делает попытку сохранить отношения, но если женщина его отталкивает по отшельнику, то имейте в виду, что мужчина второй попытки делать не будет, и он просто разворачивается, уходит. А вот если у вас на самом деле пауза в отношениях, ссора, вот здесь может быть перемирие, здесь сообщение, возможность помириться, наладить отношения. Но, честно говорю, вот если будете его отталкивать, второй попытки делать мужчина не будет. Не будет. Ну или у кого-то здесь мужчина принимает решение прям конкретно о разводе. Вот такой вот интересный здесь у нас расклад, да? Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на этот канал. Мы обязательно встретимся в новых эфирах. До новых встреч, ваша Елена. Пока-пока.